Сейчас давайте через... Привет, Алматы. Наушники. Привет. Это прямой эфир из Алматы. Шоу «Алматы онлайн». Всем добрый вечер. С вами Инна Постникова и... Алишер Хамзин. И у нас сегодня гость. Да, интересный гость с таким загадочным Именем. Вадиама. Амо. Как Диамо, да? Откуда он, кстати? Откуда вы Вадиама? Да, добрый вечер, друзья. Привет, Алматы. Буэнос ночес, амигос, сказал я, одевая свой туристический прибамбас. Только что вернулся из путешествия. Вообще я из Сибири, из города Омска. Вот, ну вот сейчас в Алмате я впервые побывал, благодаря тому, что отсюда получилось довольно просто улететь в экзотические страны. Что там интересного в экзотической стране? Там, где ты был? Да, ну буквально вот 2 часа назад я прилетел к вам, можно сказать, с корабля на бал. Я прилетел из Бангкока, из столицы Таиланда, то есть я был в Паттайе и в Бангкоке, и я всегда стараюсь совмещать отдых, когда я куда-то еду, с продвижением музыкальным, вот, поэтому вот этот раз, то есть мне помимо того, что отдохнуть, поесть вкусных фруктов, и загореть, удалось еще и снять клип на одном из островов недалеко от Паттайи на свою новую песню, вот. А также провел пару дней в Бангкоке, посетил местное радио и телевидение, и вот получилось договориться, был один эфир на телевидении к тайскому Новому году, который как раз 13 апреля будет. Вот, я как раз свою новогоднюю песню там в тему спел, и буквально вот вчера у меня было интервью на радио Бангкока, сегодня у меня встреча с вами в Алмате, очень приятно вас видеть. Взаимно, очень приятно, да. Скажи, пожалуйста, вот ты говорил про остров, чем он так примечателен? Да, дело в том, что сам город Паттайя, ну, наверное, все его знают, это прям такая конечно. туристическая мекка Таиланда, и возле него есть тоже довольно популярный остров Колан, до которого плыть 30 минут, но когда я был в прошлой поездке, то мне подсказали, что есть соседний город в 30 километрах от Паттайи, и возле него точно такой же остров, точно такой же по расстоянию, но он не туристический, там только местные, вода очень чистая, очень красивая, можно увидеть рыб под водой, вот, и еще тогда я подумал, что было бы здорово когда-нибудь снять там свой клип, и так получилось, что вот я написал новую песню, и появилась возможность поехать туда снова, и прям я сразу принялся за это дело, то есть нашел там оператора, и мы с ним отправились на этот остров, снимали там целый день. Оператора прям там, получается? Да, тоже русскоязычный парень, вот, то есть я приехал на место, повезло. начал, да, закидывать там сообщения в разные чаты в мессенджерах, вот, спрашивал людей на пляжах, которые снимали на камеры, вот, ну, в общем, так и с таким нетворкингом в итоге и нашел нужного мне человека. Удачно вы съездили. Интересно. Вообще, конечно, то, что ты посетил остров и сейчас рассказал нам и радиослушателям, действительно, наверняка многие заинтересуются после твоего рассказа. Да, давайте я вам прям расскажу. Чем можно еще заинтересовать? Конкретные инструкции, да, чисто по секрету от Вадиамо, чтобы от меня тоже люди туда поехали, не только местные там были. Нужно доехать до города, который в 30 километрах от Паттайи, город называется Сирача, и на пароме от порта полчаса плыть, остров называется Ко Си Чан, то есть можно посмотреть в Google картах, очень красивое место. Можно я прерву? Дело в том, что потихонечку у нас музыкальный трек подбирается, мы продолжим, а я думаю, что радиослушатели останутся с нами и узнают подробности, как туда добраться. Слушаем. Алматы онлайн на радио Вышка. 3 минуты пролетели очень быстро. 4 минуты. 4 минуты пролетели. Ну да, потому что всё равно надо же внимание удержать. Не, ну если что, заранее сигнал подавай. Конечно. Вот так, вот так. Вот так вот. А то мы так не понимаем. Я тогда не учел, что у меня наушники, шляпа не наденется. А, кстати, вы когда... Разница? Ну, хочешь, заходи. Да. Это прямой эфир из Алматы. Шоу «Алматы онлайн». Всем добрый вечер. Инна Постникова, Алишер Хамзин и Вадиама, певец и композитор, который исполняет свои песни на разных языках, является полиглотом, можно сказать, да, в полном смысле этого слова. То есть языком в совершенстве владеет, да? Да, Во всех еще и смыслах. путешественник, поэтому мы тему путешествия сейчас продолжаем, мы ее начали. Да, прервали мы вас, прервали. точнее, тебя. Но продолжаем. Как попасть на этот остров? Говори. Там, где вы были. Нет,
Я, собственно, Коротко и уже, ясно. я, собственно, самое главное уже сказал. Если вкратце, то остров называется Косичан, он немножко севернее Паттайи. Все можно в Google картах прекрасно найти, как оказалось, любую локацию в Таиланде, в Бангкоке и в Паттайе. Поэтому езжайте смело с помощью Гугла в телефоне, туристической сим-карты можно Ничего не сделать бойтесь, все, да? что возможно, все, что угодно, да. А как погода там? Акклиматизация. Да. Погода, да, но у меня акклиматизация была плавная, потому что и через Омск и Петропавловск, где около нуля было и даже минус в тот момент, далее на денек в Алмату, где было, наверное, уже плюс 10, плюс 15, весна прям Да, чувствовалась. да, Я тут, да, тепло было. очень прям Тепло. насладился этим, да. Ну и, соответственно, в Таиланде круглый год, там 30-35, вода очень теплая, то есть я вот по ночам купался, прям очень кайфовал, смотрел на звезды во время купания, так что здорово. Мгм. Ну вот ты говорил, что во многих странах был, но несколько раз был в Поднебесной, да, в Китае. Что можешь рассказать? Да, о Поднебесной? много лет назад начал свою гастрольную, так сказать, деятельность в Китае, вот, ну, просто, на самом деле, дикарем на обум туда ездил по месячной визе, вот, и пытался на ходу также договориться о каких-то концертах, там, об эфирах и так далее, где только не выступал. Лайфхаки слушаем. Да, где только не выступал. Не, главное англоязычного друга найти, потому что если в Таиланде почти все говорят на английском, ну, много кто пытается помочь, полицейские, продавцы, то в Китае с этим очень сложно. В этом плане выручал Couchsurfing, если знаете такой веб-сайт, где можно Да, найти, слышали. где остановиться практически в любой стране мира у какого-то местного человека, и там, собственно, можно поставить сразу фильтр для того, кто говорит на английском, соответственно, это уже полпроблемы решается. Ну, и обычно они Да-да. гостеприимные очень люди, азиаты, поэтому в этом проблем нет, то есть обычно люди помогают. Вот. И в Китае я был, наверное, может быть, 5 раз, в сумме полгода там провел, и был где-то в 11 или в 12 городах, то есть начиная от севера, запада, город Урумчи, который вот не так далеко знаем, от конечно. Уйгурский автономный округ, да, Синьцзянский Да-да-да. так называемый, вот, и до юго-востока, то есть Гонконг, Макао, Гуанчжоу, и там тоже мне удавалось клипы снимать, и, в общем, потрясающие города. А Гонконг чем запомнился? Гонконг, вот говорят, что Нью-Йорк — это всемирный котел наций. На самом деле Гонконг — это всемирный котел наций за счет того, что в нем сочетаются и Восток, и Запад. Он был много лет колонией Британии, и там есть все, люди всех национальностей мира. То есть заходишь в хостел с трехэтажными кроватями, это впервые в жизни я такое увидел здесь Ничего себе. за $10, и сразу там знакомишься с американцами, с норвежцами, с немцами, с японцами и, в общем, с представителями всех национальностей мира. Интернациональный хостел Абсолютно, такой, да? да, абсолютно. Да, интересно. Ну что, слушаем трек. Да. Алматы онлайн на радио Вышка. 18 секунд, у вас крайний выход. В Урумчи Дилда была девушка у меня знакомая. Дилда. Но он нежный и красив, как девушка. Можно, мне кажется, закончите пожелание на испанском. Будет Да, красиво, пожалуйста. будет Это прямой эфир из Алматы. Шоу «Алматы онлайн». Итак, здравствуйте, вот мы обратно вернулись к вам. Шоу «Алматы онлайн». Для вас работает Алишер Хамзин, Инна Постникова, и у нас сегодня Вадиамо. То есть человек уникальный, он поет, он разговаривает, он путешествует, он снимает клипы, он находит операторов, он живет в хостеле, он кушает все, что придется. А я еще и не сказал, что я вегетарианец, поэтому мне вот. реально приходится очень сильно попариться, чтобы найти еду в некоторых местах. Да. Ну, у нас травы много. Так, а вот смотри, вот где больше тебе понравилось? Вот если взять, допустим, Китай, наш Алмату, Таиланд, ну еще где-то был. Где вот Ну, какие-то- на самом деле сложно так вот сравнивать, то есть это Да? смотря в чем, да. Вот если, например, Ну или именно- конкретные какие-то Да, если именно, моменты. например, чем больше всего поразил, это вот как раз Гонконг, про который я рассказывал, своей многонациональностью, своей вот этой вот историей и сочетанием безумным Востока и Запада. Например, город Гуанчжоу в Китае в 2 часах езды от Гонконга, он меня просто своим видом поразил, потому что это просто огромные, самые высокие в мире небоскребы, хай-тек, и там
просто это все полностью окружено растительностью тропической. То есть это очень классно. Вот. А про Алмату пока рано судить, потому что я всего в сумме здесь побывал часов 15, наверное. Ну вот. да, Да, но я конечно. обязательно вернусь. Вот. Но сейчас у меня главное впечатление, я коротко постараюсь рассказать, Таиланд, потому что я когда 4 года назад впервые был в Паттайе, и все были приветливы, все пытались говорить по-английски, по-русски, помочь во всем. Мне это очень понравилось, но я думал, что, возможно, это из-за того, что это туристическое место, и как бы, ну, хотят на туристах денег заработать и так далее. В этот раз я поехал в Бангкок, и я увидел абсолютно то же самое. То есть любой полицейский, любой студент, они пытаются помочь, там, подвести, показать. Помогайте. Ничего не изменилось. Да, абсолютно добрые люди, то есть вплоть до того, что у меня там, когда уже деньги все кончились, когда я поел в одной забегаловке вчера вечером на последние 10 бат миску риса и сказал, что у меня кончились деньги продавщица, я ходил до этого туда 5 дней, она мне дала 200 бат, на которые Ничего я купил себе. тут манго и разные сувениры своей семье. А это примерно Классно. сколько вот в Это, эквиваленте? это примерно 500 рублей, соответственно, где-то 3000 тенге. Ну, нормально, щедрая такая Да, тетенька, да? да. 200 бат. Я у На неё- тебе 200 я у бат. неё- я у нее за все это время настолько не наел. Да? А потихонечку Даже так. радиослушатели себе так лайфхаки Да. ставят, На заметку, ставят, да. ставят, А да, на как заметку называется? Может, действительно, кто поедет и из наших радиослушателей скажет: а помните, вот вы 200 бат дали? А вы не даете? Ну, не 200, ладно, ну 150. Да, это кафешка недалеко от Walking Street. Вот. Дальше попробуйте сами найти, да. Вот, берут. запоминайте. Вот, уже подсказку дали. Дальше сами. А вот еще вот, сколько ты, баурсаки кушал тут в Алмате, нет? Что-нибудь такое? Ну, опять же, я вегетарианец, поэтому мне как-то нет, ну сложно это- с этим заморочиться, то есть там надо разбираться, есть ли яйца в тесте и так далее. Но я тут наткнулся на вегетарианское кафе, которое такое же, как в Омске, точно так же называется. Вот, ну, А есть, да, в будем- Алмате? Не будем называть, да, Да, хорошо. имена да, на всякий понятно. случай. Да, Вот. хорошо, Ну, то есть правильно. там я кайфанул и Ага. очень хорошо поел. Интересно. Ну, вот тоже Инди- впечатление Индийское оно, я алматушечка. Да. только скажу, что оно индийское. Не зумруду какой, нет? Ну, тебе же сказали, не откроют. Да просто. нет, все равно интересно, чешется. Я потом скажу вне эфира. Всё Хорошо. ладно. Ну, я не любитель индийцев и индийской кухни, ну ладно. Я знаю, там у них карри, что-то есть, еще что-то. Ладно, мы отвлекаемся от темы. Ну, вообще, в итоге, вот что бы ты еще хотел пожелать нашим слушателям, вообще, будущим путешественникам, так сказать, начинающим певцам? Ну, я бы вкратце. хотел, да, но я бы хотел, если что касается музыки, то верить в себя, просто найти дело, которое нравится, и верить в себя. У меня очень много лет ушло на то, чтобы начать верить в себя, вот, поэтому не теряйте времени, сразу начинайте действовать с тем, что есть. А что касается путешествий, то старайтесь путешествовать как можно больше. Вот даже рядом с Алматы находится как минимум 3 столицы, да, и я с местными людьми говорил молодыми, они сказали, что они там не были. А мне Да. бы очень хотелось, поэтому в следующий раз я обязательно съезжу там и в Бишкек, и в Ташкент, и в Да, Душанбе. конечно. Вот, и в Алмате побольше задержусь. Поэтому путешествуйте любыми доступными для вас способами. Я вот из-за пандемии и всех этих дел 3,5 года не путешествовал, и сейчас очень рад, что у меня такая Наверстываешь. продуктивная и классная Вырвался. поездка. Да, я прям вот эти все 3 года наверстал, можно сказать. Ну, Вадиама прозвучала Рады в за самом тебя. начале. А вкратце вообще, что означает? Почему? Откуда это взялось? Да, ну поскольку я пою и пишу свои песни, в том числе на испанском, итальянском языке, например, и, соответственно, я просто взял свое имя Вадим, добавил туда окончание «амо», которое окончание в латинских языках, и это еще слово само по себе значит «я люблю». И вот Ясно. получилось Вадиама, музыкальный Ага. псевдоним. Ну, может быть, на испанском тогда Попрощаемся. что-то попрощаемся, да, хотя бы. Buena suerte a toda la gente en Almata. Hasta la vista. Ух ты. А это было радио Вышка Алматы онлайн. Для вас работали Инна Постникова. Алишер Хамзин и наш Хорошего вечера. гость Вадиама. Прощай. Алматы онлайн на радио Вышка. Спасибо, по-моему, интересно получилось.